Компактность и эргономичность, 40 часов работы наушников вместе с боксом, 3 часа воспроизведения музыки после 10-минутной подзарядки, защита от пыли и брызг класса IP54, надежное подключение по Bluetooth версии 5.3 и, как вы уже поняли, обо всем этом не только заявляет нам сам производитель в рекламе к Bluetooth наушникам под названием Huawei FreeBuds SE2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в обыкновенной белой коробке из тонкого картона, на ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем бокс, вкладыши, руководство пользователя и в принципе все. Кабеля для зарядки нет, за что отдельный им минус. Вес наушников и бокса вы видите на экране. Габариты бокса компактные, 50 на 50 на 23 мм, а габариты наушников 33 на 17 на 18 мм. Звуковод имеет овальную форму и обыкновенную сеточку. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro, потом может быть Redmi Note Pro Plus 15 5G. Условия розыгрыша просты. Вы подписываетесь на канал с колоколом, оставляете комментарий осмысленный больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании к своему каналу указываете имя в телеге. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Если победите, я вам напишу. Не обязательно присутствовать на стриме. Переходим к наушникам. Начнем. В продаже имеется белая и голубая расцветка данной модели. Бокс довольно компактный, в кармане он не мешается, выглядит хорошо. Да и качество материалов отличное. Выполнен он, к слову, из глянцевого пластика, но вот люфт у крышки все-таки присутствует. На корпусе можно заметить надпись Huawei, неплохо оформленный разъем для зарядки Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется, извлекать наушники из бокса удобно, внутри есть 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют, но вытряхнуть их с открытой крышкой бокса у меня не вышло. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из такого же глянцевого пластика, как и бокс. Форма наушников стандартная, собрана данная пара неплохо. Лично мне не нравится только то, как оформили звуковод. Посадка комфортная, уши, разумеется, при длительном прослушивании музыки не устают, во время пробежки из ушей наушники не выпадают, но поправлять приходится. Далее на корпусе расположили контакты для зарядки, микрофоны и сенсорные области для управления, которые выделены небольшими углублениями в верхней части ножек. По управлению из команд на борту play, пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова и вызова голосового ассистента. Регулировки громкости нет, но, как по мне, ее могли бы добавить на команду с удержанием сенсорной области. Само управление довольно простое и понятное, на тапы наушники откликаются быстро и ложных срабатываний я не встречал. Команды сопровождаются системными звуками, настроить все команды для одновременного использования возможно. Далее, наушники оснащены 10-мм динамическими драйверами, заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают и при подключении бесшовная. Данная пара автоматически подключается после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Если данную модель использовать со смартфонами на оболочке EMUI, можно будет заметить всплывающее окно при подключении. Различных вспомогательных технологий данная модель не поддерживает, к сожалению. Как по мне, было бы хорошо иметь хотя бы мультипоинт до 2 устройств. Понятно, что за тот ценник, за который они сейчас торгуются, этого грех желать, с одной стороны. С другой стороны, раньше у них ценник выше был. Емкость аккумулятора бокса 510 мАч, полный цикл зарядки бокса занимает 2 часа, емкость аккумулятора одного наушника 41 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 5 минут. Отыграли наушники на 75% громкости по кодеку AAC 6 часов 54 минуты, что является хорошим результатом. С боксом данная пара в подобном сценарии использования прослужит около 30 часов. 10 минут подзарядки дают не больше 1,5 часов для прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, водонепроницаемость класса IP54 только у наушников. Я, разумеется, искупал их. По итогу они остались живы, но помним, что подобный стандарт защиты может защищать максимум от пота или мелкого дождика. Huawei FreeBuds SE2 подключается к приложению под названием iLife. Приложение с данной парой работает корректно, интерфейс удобный. На стартовой странице с подключенными наушниками есть информация о заряде наушников и бокса по отдельности в процентах. Настройка этапов, обновление прошивки. Мне, к слову, уже прилетало обновление. Также есть возможность включить режим низкой задержки и воспользоваться 4 неплохо настроенными эквалайзерами. Но вот кастомного эквалайзера нет. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC и SBC. По стабильности связи SE2 показали себя хорошо. Через одну стену не отваливались, как и через 2 стены. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube незаметна. В целом, как и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны с шумоподавлением отрабатывают неплохо, однозначно кристально чистый звук они не передают. При этом жалоб на качество передачи звука я не получал. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Huawei FreeBuds 2 SE и насколько хорошо они отрабатывают, решать вам. Повторяюсь, что это не лучший звук, который я слышал за эти деньги. И, разумеется, не лучшие микрофоны, которые я слышал за эти деньги, но при любом раскладе, какой бы у вас ни был смартфон, какие бы ни были супернаушники, у смартфона микрофон будет отрабатывать лучше. Вот так будут отрабатывать эти уши. Звучание Huawei FreeBuds SE2 имеют неплохой запас громкости. Я прослушивал музыку не выше, чем на 80% громкости на улице и не больше, чем на 55% в домашних условиях. Качество звука, учитывая стоимость, неплохое, но я ожидал более чистого звука. А в итоге середина имеет плохую проработку, как по мне, неплохие высокие и отсутствие низких частот, что неудивительно. В общей картине они звучат хорошо. К примеру, для просмотров роликов на YouTube, прослушивания музыки на громкости не выше 60%, так как выше звучание становится уже заметно хуже, с шумами. Из минусов я, конечно, выделил бы звук, так как хоть и это дешевые наушники, но встречал я в данной ценовой категории наушники с более качественным звуком. Нет кабеля для зарядки в комплекте, нет регулировки громкости, нет мультипоинта, нет кастомного эквалайзера и мало расцветок. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, это довольно странная модель, потому что иногда рядом с домом они стоят дешевле, чем на Алишке. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, не забываем про розыгрыш. Резюмирую, Huawei FreeBuds SE2 обыкновенные вкладыши с удобной посадкой и отличным временем автономной работы. Сказать, что я в восторге от них, я не могу, но хочу отметить, что большинство пользователей рады их звуку. Им нравится то, как они звучат за свою стоимость, по отзывам. Напоминаю, что звук — это вкус. Вкус у каждого свой, так что если есть возможность, лучше послушайте их перед покупкой, так же, как проверьте, как они будут у вас в ушах сидеть. От меня девайсу за ту стоимость, за которую их продают, однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.